Дорогие друзья, привет! Сегодня третий выпуск подкаста, который называется «Это Албания, детка». В эфире снова три человека, а именно Миша, Майк, Катя и я, Дима. Сегодня мы будем говорить про недвижимость, а также варианты получения ВНЖ на основании недвижимости. И об этом как раз вот все сегодня хорошо так обсудим, все проговорим так серьезно. Кто хочет первый начать эту тематику огромную, развернуть, скажем так? Я думаю, что надо Мише предоставить слово, поскольку, наверное, правильно будет начать с того, что есть вообще такая программа. Да, в Албании есть программа получения вида на жительство на основании владения собственной недвижимостью. Программа с точки зрения, я бы даже сказал, наверное, всей Европы, самая простая и самая удобная на текущий момент, потому что из плюсов программы это нет ограничений по стоимости недвижимости, в отличие от других стран, да, где в Турции, например, все повышается порог входа по недвижимости. В Европе тоже ежегодно, ежеполугодно повышают этот порог. И достаточно комфортная стоимость недвижимости в Албании для того, чтобы приобрести. Можно приобрести, конечно, не у побережья, да, но ближе к центру, подальше от берега, где-то за 20-30 тысяч какую-то недвижимость, которая будет слабо пригодна для проживания, но достаточно для того, чтобы получить вид на жительство. А можно приобрести и за 200, 300, 400. Верхний диапазон не ограничен, да, это с видом на море, это пентхаус, это дом частный с шикарным пляжем. Но об этом, обо всем можно говорить бесконечно. Мы перечислим все-таки коротко те условия, которые должны соблюдаться для получения ВНЖ по основанию владения собственной недвижимостью. Ну, во-первых, вы должны иметь недвижимость, которая соответствует требованиям, а именно для проживания. Недвижимость должна быть жилая. Не Это первый коммерческая, пункт. жилая, да. Коммерческая не подходит для этих целей, да, для целей ВНЖ. Абсолютно. Мгм. Второй момент – это недвижимость должна иметь определенную площадь. Если мы говорим про одного собственника, который 100% владеет этой недвижимостью, то нам необходимо от 30 квадратных метров. Если мы говорим про двух собственников, то 20 метров квадратных на каждого и минимум 40 метров квадратных. При этом оба собственника должны обладать половиной доли в этой недвижимости. Больше двух собственников недвижимости для получения ВНЖ не может быть, поэтому все остальные члены семьи, дети и так далее, они уже дальше будут воссоединяться, но это вообще отдельная тема, и у Кати есть прекрасный кейс по этому поводу, она лично У прошла меня это вообще идеальный воссоединение. кейс, да, у меня идеальный кейс, потому что у меня как раз та ситуация, о которой ты говоришь. У меня на самом деле два собственника в квартире, и на каждую из нас приходится, то есть моя квартира приобретена совместно с моей родственницей. И у нас на каждую приходится по 50% собственности, и мой сын по воссоединению проживает как бы на ее половине, условно говоря. Вот, поэтому, да, я могу про этот кейс в следующих подкастах рассказать. Ну, у меня такой вопрос, что это ВНЖ дается на ограниченный срок, да, и в первый срок, по-моему, на год только дается, насколько я понимаю, по получению недвижимости, Ты А абсолютно Миша, по да, прав. недвижимости. Миша расскажет дальше. Ты абсолютно прав, да, это ВНЖ, этот ВНЖ, вид на жительство, выдается на 1 год и продляется в течение следующих 4 лет. Первый год плюс 4 года, 5 лет, да, продляется каждый год. Нужно проходить продление, такая программа, такие условия. При этом не имеет значения, сколько стоит недвижимость. Ну, ты с этого начал. То есть Да, это не Абсолютно, имеет да. никакого значения, да, лимита по минимальной суммы по вхождению нет, то есть, ограничений. то есть вы хотите сказать, что буквально можно купить сарай, лишь бы он был зарегистрирован как непосредственно жилая площадь, да, и после этого Имел можно получить, сертификат, имел имел сертификат, сертификат, это важно, да. Без сертификата кстати, да.
Еще одно важное детальное замечание, да, вот по поводу сараев, по поводу недвижимости, которая как бы есть, но которая как бы нет. Еще раз повторюсь, эта программа предусматривает такое требование, как пригодно жилье должно быть к проживанию. Это очень важный момент, потому что если будет доказано миграционной службой, другими службами, что жилье непригодно для проживания на текущий момент, программа для конкретного заявителя может быть аннулирована и отказана в получении ВНЖ. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным и правильно подбирать недвижимость. Получить вид на жительство можно, податься вообще на вид на жительство можно только после того, как вы получите сертификат на недвижимость. Стоит ли нам обсудить вкратце весь процесс от покупки до получения ВНЖ, ребята, или мы не будем сильно заостряться на этой теме? Приехала Катя в Албанию, и что дальше происходило? Да, Катя изначально не планировала получать ВНЖ, причем я приехала без предварительного осмотра, то есть я приехала сразу уже готовая и нацеленная на то, что я беру жилье. Тем более, что я ехала в самый такой сложный период, потому что было все непонятно с перелетами, все было, то есть это был целый квест. Вот, я ехала в начале мая 2022 года, тогда, когда отменили безвиз. Первоначально у меня была причем виза С, потому что я планировала поездку на апрель, но пришлось все отменить, потому что отменились просто тупо самолеты, перелеты, вот. И я уже дождалась времени, когда наступит безвиз, и приехала в мае, соответственно. И у меня был месяц на то, чтобы найти квартиру, поездить по городам, посмотреть, какой город мне наиболее подходит, и заключить сделку и перевести деньги. То есть на все про все я себе дала. Еще было бы неплохо получить сертификат, правда же? Да, было бы Все неплохо, но вместе. я его уже, в принципе, ты знаешь, я его уже получала, будучи в России. То есть я после покупки вернулась в Россию и уже дожидалась сертификата. Да, я подавалась на визу Д изначально, а потом уже подавалась на ВНЖ. Поскольку я изначально не планировала подаваться на ВНЖ, я как бы потеряла 2 месяца. То есть, грубо говоря, июль, да, в начале июня квартира была моя, я в нее въехала. То есть вот как раз мне хватило ровно месяца на то, чтобы все это сделать, подобрать жилье, оформить сделку, перечислить деньги. И в начале июня я въехала в квартиру и начала уже делать ремонт. То есть у меня не было ни сантехники, не было ни бытовой техники, ни мебели, ничего. И в августе я стартанула процесс подачи на ВНЖ. То есть я подалась на визу Д. Виза Д мне пришла 26 сентября, одобренная. 22 года. Да, 22 Мгм. года. Я уже была готова к тому, что мне ее дадут. Почему-то у меня была такая уверенность. И у меня уже были куплены билеты для того, чтобы лететь в Албанию назад, чтобы подаваться на ВНЖ. То есть месяц, получается, август и сентябрь. Да, 3 месяца у меня заняло для того, чтобы въехать, ну вот, с Получить момента... пластик, да? Получить Да, пластик. можно я тогда Нет, 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 чтобы въехать в Албанию по визе Д и податься уже на ВНЖ. Можно я О. здесь сделаю ремарку? Да, вот у Кати 22 года кейс, когда получаем визу С, получаем визу Д и только после этого подаемся на ВНЖ. В 23 году, в мае как раз, внесли изменения, и с июня месяца мы изначально подаемся на ВНЖ, потом получаем уже черновик визы Д, оформляем его, въезжаем по нему и оригинал документов несем в миграционный офис. Соответственно, процедура поменялась, да, вот раньше было немного проще с точки зрения того, что въезжаешь по визе Д и только после этого подаешься, вообще собираешь все документы.
Но было очень много моментов, когда люди, получая визу Д, дальше не продлевали, не подавались на ВНЖ. И, соответственно, было принято решение изменить вот этот вот процесс для того, чтобы все-таки программа, у которой основание владения собственной недвижимостью, получения вида на жительство, она работала более корректно, более эффективно. Кать, скажи, пожалуйста, а сколько времени в итоге у тебя заняло получение ВНЖ? Все вместе я получила 20 января пластик. То есть вот считаем, с момента покупки недвижимости это получается 6 месяцев, да, полгода. Давайте немножечко разделим понятия. Есть виза С, она для туризма. Виза Д выдается для того, чтобы у вас была возможность в течение 90 дней оформить и подать все документы на тот вид на жительство, который вы выбрали. Временный ВНЖ позволяет вам в течение 2 месяцев, в течение которого рассматривается ваше миграционное дело, находиться в стране. И когда вас приглашают на биометрию, вот тогда мы можем с вами быть уверены в том, что ваш миграционный кейс одобрен, и, в общем-то, все мытарства и мучения завершены, можно готовиться уже к следующему этапу, к продлению, потому что в среднем процедура от приезда в Албанию и выбора квартиры до получения пластика ВНЖ, да, вид на жительство, занимает в лучшем случае 2-3 месяца. В случае неторопливого и осознанного такого подхода, наверное, может до 6, до 7, до 8 месяцев занимать. А там уже, в общем-то, и продление необходимо делать, и идти уже на следующий этап, о котором мы поговорим, наверное, в других выпусках. Да. Я сейчас ремарочку хочу небольшую внести. Вот если, например, раньше, когда я подавалась на ВНЖ, я ждала одобрения ровно 2 месяца, при том, что у меня был временный ВНЖ, и, по сути, я хочу как бы сказать, что если, например, мы считаем до получения временного ВНЖ, то тогда у меня, конечно, это заняло не 6 месяцев, а это заняло 4 месяца. Да, получается, что так. Ну, даже поменьше, там, 3,5. Вот. Потом я ждала ровно 2 месяца одобрения и приглашения на биометрию. Сейчас одобрение или неодобрение происходит гораздо быстрее на практике. Вот по моим наблюдениям. Вот. Потому что я сейчас подавалась на продление, я получила одобрение буквально, наверное, через 2-3 недели. Вот так. А я хочу вернуться, ребят, к вопросу, что если не одобрили, как бы вы получаете отказ, и вы его можете обжаловать, я так понимаю, да, этот отказ, или что вообще, что происходит в этом случае? Стандартная процедура, вы можете подать апелляцию, потому что отказы всегда мотивированы, они со ссылкой на закон об иностранцах, и на конкретную статью и конкретные пункты, по которым отказывается. Можно подать апелляцию, после апелляции можно обратиться в суд, если уверены в своей правоте. Если вы решили все-таки не продолжать эту историю и искать другое место, да, для получения вида на жительство и не рассматриваете больше Албанию как место, где вы будете жить в связи с отказом, здесь 2 варианта развития событий. Первый вариант – вы продаете свою недвижимость и выводите средства, это возможно, и эти процедуры существуют. И второй вариант – вы отдаете свою недвижимость в управление риэлтору, либо человеку, которому можете доверять, да, либо агентству, и они уже работают с ним, и вы удаленно получаете какие-то определенные комиссии, свою ренту за недвижимость. Если, наверное, подводить итоги, то получить вид на жительство в Албании по недвижимости это просто. С правильным подходом, с пониманием процедуры. Кстати, время, примерный таймлапсинг того, сколько времени нужно на получение ВНЖ, можете посмотреть у меня на канале. Если мы говорим про инвестиционную привлекательность, очень коротко, да, наверное, вот мое мнение, что инвестиционная привлекательность недвижимости на текущий момент в Албании, она достаточно высока, потому что цены в ближайшие 2-3 года еще будут расти, они еще не достигли своего пика. И с учетом того, что вид на жительство получить достаточно быстро и комфортно, это выгодная, удобная
история. Но это мое личное мнение, да, через 2-3 года посмотрим, что будет, надо их еще прожить. Скорее всего, будет уже стагнация, цены не остановятся, может быть, будет небольшой отскок назад, и дальше нужно еще следить за тем, как же Албания все-таки быстро или не быстро примет решение, и Евросоюз примет решение об объединении, о вступлении либо не вступлении. От этого тоже дальше будет уже инвестиционная привлекательность недвижимости зависеть. На текущий момент процедура получения вида на жительство очень крупными мазками происходит следующим образом. Ну, стандартно получение визы С и осмотр, приезд, выбор квартиры, причем виза С может и на 90 дней выдаваться. Практика сейчас такая уже большая, накоплена по этому вопросу. После этого вы подаетесь на ВНЖ, и дальше получаете визу Д, выезжаете из страны, по визе Д въезжаете обратно и подаете оригиналы документов уже в миграцию. После этого 2 месяца рассматривается ваш кейс, после чего вас приглашают на биометрию, либо отказ присылают. Но мы будем надеяться, что все-таки по статистике 99,9% отказов отсутствуют, все-таки одобряют нам ВНЖ. И после этого вы уже сдаете биометрию, получаете пластик. Более подробно можно посмотреть у нас на канале по ссылкам, и мы подробнее на процедуре, наверное, можем какой-то следующий подкаст вынести, какие документы нужны и так далее. В общем и целом процедура простая. Приезжаем, смотрим, выбираем, получаем сертификат, подаемся на ВНЖ и после этого уже получаем пластик. В среднем процедура занимает от 2,5 до 4 месяцев, может удлиниться в случае, если будут задержки с выдачей сертификата, либо задержка с сбором пакета документов. По недвижимости, да, я вот просто добавлю, по-моему, я знаю только один случай отказа в Аблёре в выдаче ВНЖ именно по недвижимости. То есть, если такие случаи бывают, то это по другой программе. Мишиной нелюбимой программе. Ну, у каждого есть свои любимые программы, свои нелюбимые программы. Да. По некоторым программам отказывают больше, по некоторым меньше. Недвижимость самая оптимальная программа, по которой меньше всего отказов получают. Это правда. Здесь я согласна, что да, если вы все-таки приняли решение получить ВНЖ в Албании, то по недвижимости это самый лучший вариант. Здесь я согласна. То есть, ребята, у вас не получится приехать просто так, вам сначала нужно получить визу С. Не обязательно получить визу, у вас может быть Шенген, у вас может быть паспорт США, у вас может виза США быть, либо любой другой документ, позволяющий пребывать на территории Европы, Европейского Союза и Шенгенского соглашения без визы, например, может быть ВНЖ другой страны. И это тоже позволяет находиться на территории Албании 90 дней. Поэтому тут разные варианты есть. Здесь нужно просто в каждом конкретном случае уточнять, имеете ли вы право без визы въехать в Албанию, или вам нужно получить визу. Стандартно для россиян визу нужно получать. Нестандартно, если у вас есть Шенген, на 90 дней спокойно без визы можете въезжать, при этом дни Шенгена не учитываются при нахождении в Албании. Сроки выдачи виз сейчас сократились, кстати, потому что когда отменили безвиз и народ стал подаваться экстренно на визу С, случился очередной коллапс. Ну, то есть будьте готовы к тому, что Албания и миграционные службы, они не сразу реагируют прям очень четко и там... Здесь важная ремарка. Е-Албания и Е-Виза – это как государственный портал услуг, да, что-то вроде как госуслуги в России. Е-Албания – это аналог госуслуг в Албании, где можно получить все документы, которые только возможно и которые доступны в электронном виде. Е-Виза – это портал МИДа, где мы получаем электронные визы, виза С, виза Д и другие категории виз для того, чтобы посетить Албанию в случае, если вам необходимо получение визы. И виза Албанию, насколько я понимаю, только электронная бывает, потому что именно вот вкладку никакую не делает в паспорт. Стандартно 99% визы в Албанию электронные. Да. В исключительных случаях можно получить визу печатную в паспорт, но это не наш с вами случай, да. Сейчас делается очень быстро. То есть
мне кажется, что стандартно где-то около недели, да, недели 10 дней это занимает. От 5 до 15 дней календарных, но при этом не нужно забывать про стандартные сроки рассмотрения визы С. Это 15 рабочих дней с момента оплаты. Я про визу С говорю, да, я про визу Да. С С говорю, но момента, на практике, да, на с момента практике оплаты. получается, что где-то, да, на практике где-то около, ну, максимум, ну, вот мы смотрим, как сейчас люди подают. 5-15 календарных дней Да. после оплаты, да. То есть не бойтесь Стандартно. ничего, да, подавайте смело, самостоятельно, там все очень просто, анкета элементарная для подачи на визу С. Там, Но ну, если у опрос, вас возникли вдруг вопросы и сложности с да, оформлением визы С, либо с оплатой визы С, пожалуйста, да. либо вот сюда, Либо вот смотрим, сюда. Либо всюду, обращаемся. короче Мы говоря. пока еще не знаем, куда, да, нам у нас есть, да, вот Пишите в этот комментарии, человек. стучите в бубен, нажимайте по ссылкам, заходите на телеграм-канал Миши. В общем, разбирайтесь, да. Все вам поможем разобраться по всем вопросам. Независимо от того, на какой канал вы обратитесь, на мой канал Telegram, либо на Катин Инстаграм, либо на Димин Ютуб, Либо мы на Катин всегда Фейсбук, да, рядом. либо в Демин Телеграм. Мы так или иначе мы вас пошлем по адресу. Координируем. По хорошему адресу. По Поможем, да. нашему адресу, да. И на этом Мы вас направим к правильному человеку, к правильному специалисту, да. На этом, ребята, наш выпуск завершается. Вот такие вот у нас были ремарки по поводу получения ВНЖ в Албании и покупки недвижимости. Приходите, смотрите следующие выпуски, они будут весьма скоро, а именно через неделю. Так что все. И задавайте ваши вопросы, потому что мы Задавайте всегда рады вопросы, на да. них ответить, ведь это Албания, детка. Все. Всем пока-пока.